Портативный музыкальный проигрыватель, воспроизведение цифрового аудио, двойной ЦАП AK4493SEQ, поддержка Hi-Fi и двухстороннего Bluetooth, поддержка DSD512, полное декодирование MQA16X, управление смартфоном через сервис Hi-By-Link, сопряжение устройства Apple's V3 через AirPlay, длительный срок службы батареи в 3500 мАч, и обо всем этом я прочел в рекламе к плееру Tempotec V3. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется этот портативный музыкальный плеер в упаковке, которая оформлена в минималистичном стиле. На ней есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковка неплохая, в комплекте мы имеем кабель для зарядки с USB-A на Type-C, документацию, сам плеер и две запасные защитные пленки на тыльную и фронтальную часть плеера. Вес плеера 168 граммов, а габариты 100 на 65 на 17,4 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Переходим к устройству. Дизайн устройства привлекательный. Как по мне, выглядит плеер интересно, но топорно. Корпус выполнен из металла, а с тыльной части установлено стекло. Металлические части не марки, что, конечно, не скажешь про крышку, но хорошо, что есть чехлы под эту модель. Собран портативный плеер достойно, качество материалов по мне хорошее. Габариты устройства небольшие, опять же, учитывая возможности данной модели. В кармане он особо не мешается, ко всему прям тяжелым его сложно назвать. Эргономика устройства удобная, в руке плеер лежит хорошо, грани прямые, никаких закруглений нет. Из рук плеер не выскальзывает, но отмечу, что для больших рук этот плеер будет маловат и неудобен, хотя тут все индивидуально. На корпусе мы имеем пластиковые кнопки без прорезиненной поверхности, такие как кнопка питания, две кнопки регулировки громкости. С одной стороны, жаль, что нет колесика регулировки громкости, с другой у меня на плеере Shanling M8 изредка колесико регулировки громкости само прокручивается в кармане, и это минус. Далее есть три базовые кнопки, такие как play, пауза и переключение треков, плюс мы имеем разъем под microSD без заглушки, так что под дождем советую не использовать данный плеер. Разъем Type-C, мини-джек на 3,5 мм, LOPO, балансный разъем на 4,4 мм, индикатор работы плеера. Для каждого типа воспроизведения музыки свой цвет. Желтый SR меньше 48 кГц, голубой от 88 кГц до 192 кГц, белый DSD64, DSD512, синий MQA16X и оранжевый SR более чем 352 кГц. Индикатор удобный и достаточно яркий. Далее экран установлен на 3,2 дюйма. Экран для подобного плеера хороший, скроллинг плавный. Система в основном не подвисает. К слову, используется операционная система Hi-By OS, а процессор установлен Ingenic X1000E. Встроенной памяти для работы самого устройства, но не для пользования, на борту 128 мегабайт, а microSD поддерживается с протоколом SD версии 3.0 и карт microSD XC объемом от 32 гигабайт до 1 терабайта. А также есть обратная совместимость с microSD SC и microSD HC. Экран не особо яркий, в солнечный день им пользоваться слегка затруднительно, но возможно. Сенсорный отклик у экрана хороший, я проблем не встречал. Таймер подсветки можно настроить от 10 до 120 секунд, плюс можно выбрать размер шрифта для интерфейса, настроить таймер простое, таймер автовыключения для сохранения заряда аккумулятора, включить функцию для включения экрана тапом и функцию управления кнопкой при выключенном экране. Также можно перевернуть экран на 180 градусов и настроить заставку. Раз начал говорить о функциях, то пробежимся сразу по интерфейсу. На стартовой странице есть 6 основных вкладок, такие как музыка, потоковая медиа, настройка беспроводного соединения, книги, система и информация об устройстве. Свайп сверху вниз открывает панель быстрого доступа с плеером, которую можно персонализировать под себя. Свайп справа налево — плеер. Далее используются два ЦАПа AK4993SEQ, два усилителя OPA1652 и 4 OPA1688. Соотношение сигнал-шум 124 дБ, общие гармонические искажения плюс шум THD плюс N 0,008% через разъем на 3,5 мм и THD плюс N 0,5% через 4,4 мм. Выходная мощность через 4,4 мм 610 мВт. L плюс R каналы 305 плюс 305 на 32 Ома и 330 мВт. L плюс R каналы 165 плюс 165 на 32 Ома через 3,5 мм. V3 поддерживает форматы DSD512, MQA16X, DXD и PSM 32 бита 768 кГц. Далее есть
Есть поддержка технологии MSEB. Wi-Fi модуль использует частоту 2,4 ГГц, что хорошо, обновление можно устанавливать по воздуху, но мне обновы еще не прилетали, так что советую обновлять через карту памяти. Вполне возможно, по воздуху и не прилетят. Bluetooth версии 5.1 AWNM372SM поддерживается Bluetooth кодеки, такие как LDAC, AAC, aptX, aptX HD, UAT и SBC. Tempotec V3 поддерживает управление через смартфон и приложение HiByLink. Ко всему его можно использовать как Bluetooth ЦАП, подключив к плееру смартфон, и Bluetooth наушники. А для пользователей Apple продукции в плеере есть функция AirPlay. Удобно, что можно обмениваться файлами через Wi-Fi или использовать сервер DLNA. Все в целом работает, но отмечу, что для некоторых сервисов необходимо устанавливать точное время и дату. Советую посмотреть и ознакомиться с отзывами на форумах, так как есть уже пользователи, которые приобрели себе данное чудо и могут посоветовать, как лучше поступить при обнаружении каких-либо проблем в работе плеера. Летим дальше. Емкость аккумулятора 3500 мАч. Заряжается плеер очень долго. У меня плеер заряжался от 0 до 51 час 48 минут. 50% заряда при воспроизведении музыки формата FLAC через разъем 3,5 мм на 45-50% громкости с высоким усилением уходит за 6 часов, но без включенного Wi-Fi и Bluetooth. Плеер особо не нагревается, точнее корпус просто ощущается как теплый, но не горячий. Я тестировал данный плеер в различных вариантах использования, но в общей картине без уклонов в какие-то сценарии, так как каждому свое, ко всему с разными наушниками, разное звучание, данный плеер может неплохо раскачать разные уши. Со всеми моделями, которые я подключал, он показал себя отлично. Звучание — это основной плюс Tempotec V3. Хоть и внешне он простой, интерфейс у него старенький, но главное, что интерфейс отлично работает, использовать плеер удобно и звучание в разных сценариях использования в положительном ключе удивляет. Персонализировать звучание можно, так как в плеере есть различные настройки и кастомный эквалайзер. Вкратце по частотам. Высокие, мощные и глубокие, середина проработана отлично, высокие звучат приятно, а само звучание неплохо сбалансированное. Запас громкости есть и хватит его многим, но он подойдет для композиций с небольшим количеством инструментов, не для сложных композиций. Минусы: нет быстрой зарядки, и цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там у Poco все еще распродажа, все еще Poco M6 Pro по 15-ке, X6 по 20-ке и X6 Pro, кто не хочет в магазине по 30 с лишним тысяч брать, по 26, еще и баллы можно использовать. Не знаю, сколько будет еще аттракцион этой щедрости, наверное, пока у них трубки не кончатся, или они просто забыли, у них Новый год. Резюмирую, Tempotec V3 — это хороший плеер для начинающих, для тех, кто не знает, с чего начать. До 13 тысяч рублей он хорош. Если вам удастся его приобрести еще дешевле, то вы не пожалеете. Опять же, перед покупкой советую всегда вам послушать его и проверять, как работает то или иное устройство, которое вы рассматриваете в покупке, в паре с вашими устройствами, разумеется, в ваших сценариях использования. От меня девайсу однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.